Здравствуйте, дорогие рукодельницы, все, кто смотрит это видео. Сегодня будет очень интересное, красивое видео. Мы научимся с вами делать вот такие очень стильные резиночки для девочек, которые постарше. Я вам расскажу, как можно использовать вот такие крышечки для кабошонов, если у вас нет кабошонов определенного диаметра, подходящего к ним. Итак, давайте начнем. Очень часто бывает так, и я видела в нескольких группах ВКонтакте, что девочки покупают такие крышечки, но не могут найти для них кабошонов. У меня уже есть одно видео, я в описании оставлю ссылку, в котором я показываю, как делаю замену этим кабошонам из блестящей кожи. Можете посмотреть. Ну и напомню сегодня. И еще один способ хочу рассказать. Если не подходит кабошон по размеру, мы все равно его туда приклеиваем. И вот то, что остается у нас с краю, вот здесь вот это вот расстояние, вот это, эту щелочку, мы ее заполним вот такой стразовой цепочкой. Приклеим этот кабошон. Сейчас я не буду это показывать, я покажу уже готовую резинку. Нанесем достаточно клея. На клей момент кристалл я приклеиваю. Очень аккуратненько укладываем на эту цепочку, прижимаем и даем время подсохнуть. И получится у вас вот такая вот красота. Вот. И не будет никакого у вас пространства свободного. Будет очень блестящая, красивая, яркая или серединка, или уже вот такая готовая даже заготовочка для резинки. Тут, конечно, в идеале должна быть серебряная, должна быть серебряная крышечка. Но я не углядела и взяла золотистую. Перепутала. Но ничего страшного. Это только для видео резинка. Так, мы приготовили крышечку, приклеили кабошон, задекорировали, спрятали наше несовершенство. Приклеили вот такую кисточку или любое другое украшение. Например, здесь у меня листики металлические на шнурке. Приклеили и потом приклеили фетровый пятачок. Но сначала на крышечку тоже, к крышечке на обратную сторону я приклеила фетровый пятачок. Приклеиваю на горячий клей, все очень крепко держится, потому что клей у меня очень хорошо разогревается пистолетом. Тоже обзор можете посмотреть на моем канале, потому что недавно были вопросы, что репсовые ленты, почему я не скрепляю их специальной ленточкой, когда делаю несколько слоев из ленты. Но слои у меня не расклеиваются, потому что клей нагревается очень сильно. Поэтому я к этой крышечке тоже приклеиваю на горячий клей. Сначала фетровый пятачок, а затем уже вот так сначала фетровый пятачок, а потом уже вот такую заготовочку с фетровым пятачком и резинкой. Бывают уже готовые по размеру крышечки. Их тоже можно использовать для таких резинок. Можете разные фантазировать, придумывать модельки. И сейчас мы с вами сделаем такую резиночку вот из такой крышечки. Здесь тоже нестандартная ширина. Сейчас посмотрим, какая диаметр. Ну, вообще-то стандартный 20 миллиметров, но у меня нет таких кабошонов. Мы заменим кабошон блестящей кожей. Подберем монетку, я тоже показывала в прошлом видео, подобрала монетку по диаметру, которая подходит. Обводим с помощью ручки или карандаша на блестящей коже эту монетку. Вырезаем. Вот такой кругляшок у меня получился.
Но, как вы вот заметили на этой резиночке, он должен быть немножко выпуклый. Конечно, можно и не делать, чтобы он был выпуклый, но мне так больше нравится. Для этого нам нужно приклеить сначала на эту основу кругляшки из фетрового пятачка, чтобы немножко получился объем. Приклеивать здесь я уже буду клеем кристалл. Можно использовать здесь остатки блестящей кожи. Тоже бывают, остаются небольшие кусочки. Прям по центру приклеиваем этот кругляшок. И сейчас наносим клей на наш блестящий кругляшочек, нашу заготовочку. И приклеиваем. Здесь на серединку мы сильно не давим, а именно по краям, чтобы края хорошо у нас приклеились. Можно даже чем-нибудь придавливать. Так. Ножницами, например. Только следите аккуратно, чтобы не попал клей на лицевую сторону, потому что он разъедает тот клей, на который приклеены блестки. Когда я приклеивала вот эту черную серединочку, у меня немножко поехали они здесь, но я их вернула на место. Приклеиваем хорошенечко края, даем тоже время высохнуть. Но потом, после некоторого времени, там что-то происходит, и очень красиво, ровно получается. Выпуклость такая ровненькая. Не знаю что, как-то воздух там, видимо, нагревается или что. Не знаю, не скажу вам. Но очень ровно получается. Не видно этой неровности из-за кругляшка. Он же не по всему кругу одинаково располагается. И сейчас мы приклеим беленькую кисточку. Я так захотела. Голубой у меня нет, но почему-то хочется беленькую приклеить. Оказывается, я не на тот. Оказывается, не на ту основу я приклеивала кожу. Здесь у меня была уже готовая с фетровым пятачком. Но ничего страшного, я приклеила новый фетровый пятачок. На горячий клей он тоже не отклеивается. Этот пятачок держится крепко. Приклеим сейчас сюда кисточку из атласной ленты. Строго по центру тоже постараемся. Прижимать очень хорошо металлическими предметами, потому что клей очень быстро остывает и все крепко-накрепко приклеивается. И готовый фетровый пятачок с резинкой приклеим. И у нас получится тоже уже готовая резиночка. Прижимаем плотненько. И получили такую замечательную, красивую, нежную зимнюю резинку. Бывают вот такие неровности на атласной ленте. Их, говорят, сама не пробовала, но говорят, легко исправить утюжком для волос. Нагреть и выпрямить. Сама не пробовала. Нужно попробовать обязательно. Всем спасибо
за просмотр. Экспериментируйте. Поделилась с вами своими секретиками. Подписывайтесь на канал. Буду вам рассказывать что-то новое, интересное. Делайте красивые резиночки, делитесь в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.